Приветствую на канале Вязание с Ольгой Девинец. Сегодня мы с вами будем вязать сумочку. Для работы нам понадобится полиэфирный шнур. У меня один моточек, у меня этот шнур 3 мм. Цепочка, маркер, пуговичка и крючок номер 4. Где можно заказать шнур со скидкой 10%, можно посмотреть в описании под данным видео. Там я указала свой промокод на скидку. Еще, если у вас нет цепочки, пожалуйста, можно ремешок связать самостоятельно, то есть цепочка здесь не обязательно. Итак, начинаем наше вязание. Так, делаем узелок. Набираем 20 воздушных петелек плюс 1 петля подъема. Воздушных петель, 1 петелька подъема. Так, разворачиваем наше вязание, будем вязать за вот эти вот перемычки. Итак, первую пропускаем, так как это была петля подъема, вяжем 20 столбиков без накида за вот эти вот перемычки. 19 вяжем на углу, будем вязать, провязывать 3 столбика. Вяжем самостоятельно, на уголочке покажу, как провязать 3 столбика. Провязали 19 столбиков без накида. Вот наша последняя петелька, сюда провязываем 3 столбика без накида. Так, провязали 1, потом вот этот вот хвостик будем ввязывать, сюда же провязываем 2 и сюда же 3 столбик. Все. А далее вот за эти косички идем вязать по другой стороне. Также провязываем 19 столбиков без накида. Провязываем по другой стороне, обязательно прячем хвостик. Не страшно, если вы его не спрятали, вы его потом можете спрятать, но я его ввязываю, так удобнее. Так, вяжем самостоятельно. Покажу, что будем делать далее. Итак, довязываем до конца вот этот ряд. Смотрите, что у нас осталось. Вот это наша воздушная петелька, петля подъема, и вот это первая петля, которую первый столбик без накида, который мы вязали по этой стороне. Для закругления нам сюда остается связать еще 2 столбика без накида. Провязываем 1, 2. Никак закреплять мы каждый ряд не будем, мы просто будем вязать по кругу. Но чтобы не потерять нам, где у нас начало ряда, это наше донышко сумки, да, мы будем просто маркером обозначать начало каждого следующего ряда. Итак, сейчас вяжем основной узор. Для нашего узора количество петелек должно быть четное. У меня здесь так оно и есть, то есть... Смотрите, как вяжется узор. Узор получается двусторонним, то есть сумочку можно будет вывернуть наизнанку, и тоже узор будет очень красивый. Я потом покажу, как получается узор. Для узора что нам необходимо? Так, первая петелька, это у нас получается соединительная петля. Вторая, это полустолбик с накидом. Все, вот это наш такой узор. То есть мастер-класс прям подойдет даже для новичков, потому что вяжется очень легко. И вот так вот чередуем. И чередуем. Вот такая соединительная петелька и полустолбик с одним накидом. Провязываем по всему периметру до маркера.
Довязали до конца первый ряд узора. Еще раз напомню, что для данного узора количество петелек должно быть четным. У меня после провязывания первого ряда получилось 42 петли. Так, вот довязали до нашего маркера. Снимаем маркер. И не забываем, что первую петельку, вот эту мы провязывали, это у нас была соединительная петля, а следующая это полустолбик с одним накидом. Все последующие ряды мы точно так же вяжем, чередуя соединительную петельку и полустолбик с одним накидом. То есть, как всегда, у нас сначала вяжется соединительная петля. Вот начало следующего ряда, ставим маркер. А следующий вяжется полустолбик с одним накидом. Смотрите, тут уже теряться мы не будем, потому что вот в эту косичку, где еще перемычка под ней, мы туда провязываем полустолбик с одним накидом. Накид, полустолбик. И опять же чередуем. Вот видите, под этой косичкой ничего нет. Сюда у нас просто соединительная петля. Ничего не прибавляем. Просто вяжем по кругу. Даже ряд не закрываем. Вот у нас маркер. Просто снимаем маркер. Продолжаем вязать каждый новый ряд. А где вот эта вот перемычка, там у нас полустолбик с одним накидом. Еще немного провяжу, покажу, как формируется узор и как он смотрится на изнаночной стороне. А вы вяжите самостоятельно, потому что вяжется очень легко, но сумочка получится очень красивой. Провязали второй ряд узора. Так, снимаем маркер. Третий ряд и последующие ряды вяжем точно так же, ничего не меняется, все очень просто. Все, то есть количество петелек у нас четное, поэтому мы опять же начинаем вязать с соединительной петельки. И далее, там где перемычка, вот теперь в каждом ряду хорошо это видно, идет полустолбик с одним накидом. Все, не забываем ставить маркер, просто чтобы хотя бы считать ряды, так удобнее будет. Хотя можно его и не ставить, просто по кругу вязать и вязать. Оно все равно будет чередоваться. Соединительная петелька и полустолбик с одним накидом. Так. Теперь хотя бы, сейчас уже немножко видно, как узор будет формироваться. Вот эти вот косички будут уходить в сторону. И между ними вот так полосочки. А смотрите, как на изнанке будет смотреться узор. Тоже ничем не хуже. То есть я говорю, сумочку можно будет либо вот так вот вывернуть. Я когда уже свяжу до нужного размера, я расскажу, сколько оно у меня получилось в ширину, в длину, покажу, как сформировался узор внутри и снаружи. Теперь самостоятельно довязываем до нужного размера. Итак, вот какая сумочка у меня получается. Смотрите, какой красивый узор. Я, как уже говорила, сумочка она двусторонняя. Я потом, когда довяжу до конца, выверну, покажу, какая она внутри. То есть ее можно будет носить и на одну, и на другую сторону. Смотрите, в длину получается 16 сантиметров, в ширину 14. Мы еще не довязали. Сейчас вот мы дошли до нашего маркера. Маркер теперь нам, он не обязателен, его можно снять. Мы просто до уголка сюда довяжем этот узор и далее просто сделаем обвязку. Так, снимаем маркер, довязываем до уголочка наш узор. Еще раз напомню, как мы его вяжем. Смотрите, здесь соединительная петелька, а здесь полустолбик с одним накидом. Чтобы не запутаться, повторяю, что полустолбики мы вяжем за ту косичку, там, где у нас есть вот эта вот перемычка. Так, довязываем до конца ряда, то есть узор абсолютно простой. А посмотрите, получается, мне очень нравится, получается такая красота, причем и двусторонняя. Так, что у
тут еще до уголочка довязать. Еще провяжем вот так вот. Так, и далее, смотрите, довязали до уголочка. Далее сделаем обвязочку. Просто за заднюю полупетлю. Вот сразу до уголочка довязали. И за заднюю полупетлю провязываем косички. Так, и так провязываем вот так вот вокруг один ряд. Вяжем. Так, довязали, обвязали полностью один ряд. Вот, дошли сюда, откуда мы начинали вязать обвязку. Теперь смотрите, наше полотно приблизительно делим на половинку. То есть, если у меня это 14 сантиметров, я поставила маркер там, где у меня это 7 сантиметров. Будем вывязывать такой небольшой клапан с петлей. Причем такой клапан, чтобы сумочку даже когда вывернешь наизнанку, тоже не видно было переходов. То есть, как я уже говорила, ну, чтобы эту сумочку можно было выворачивать и носить на другую сторону. Довязываем до этого маркера, опять же соединительной косичкой за заднюю полупетлю. Так, вот у нас маркер, да, дошли до этой косички, и теперь набирая, вот, смотрите, довязали до маркера. Наш маркер разделяет, можно сказать, две косички. Так, и теперь набираем 16 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, смотрите, набрали 16 воздушных петель и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и в 10-ю сделали столбик без накида. У меня получилась такая петля, то есть вы делаете такую петельку, которая подойдет вам для вашей пуговички. Мне для моей пуговички этого достаточно. А вы делаете в размер вашей пуговицы. Я думаю, это понятно. Так, и теперь далее вот эти петельки провязываем столбиком без накида. Провязываем каждую петлю. Провязываем столбики без накида. Идем сюда к основанию. Так, смотрите, провязали в первую нашу воздушную петельку. И теперь у основания мы соединительной петелькой закрепили. И чтобы начать следующий ряд, еще и в следующую петельку. Вот, соединительную петлю сделали. Так, развернули наше вязание. Шнур вот так вот, чтобы изнутри был. И теперь вот так вот эту петельку будем обвязывать. Вот так вот по кругу идем. Только вот здесь вот, ну, то есть я покажу где. Здесь и здесь сделаем по 2 столбика с накидом. Ой, по 2 столбика без накида. Так, ну, теперь в каждую ячейку просто провязываем столбик без накида.
за каждую косичку. Вяжем. Так, ну и вот наша вот эта петля, то есть, ну, возьмем вот так здесь посерединке, вот здесь делаем удвоение и здесь, то есть через одну вот эту верхнюю самую петлю. Так, смотрите, вот за одну берем, тоже столбики без накида. Так, вот здесь делаем 2 столбика. 1 и снова 2. Все. А далее по одному столбику по этой стороне идем. Покажу здесь, как у основания снова развернуться. Так. Смотрите, обвязали полностью, да, вот этот наш маленький клапан, дошли до основания. Теперь тоже будем закреплять. То есть вот у нас вот эта косичка идет. Вот так вот соединительной петлей закрепили. И чтобы начать следующий ряд, снова идем соединительной петелькой. Да, а третий ряд мы уже будем делать просто обвязку вот этого нашего маленького клапана косичкой. Так, шнур у нас вот здесь внутри. И вот так вот полностью косичка на крючке делаем обвязку соединительной косичкой. Делаем по всему периметру, ничего не прибавляем. Я потом покажу, как будет этот клапан выглядеть с обеих сторон. То есть мы вяжем так, чтобы он был и на одну, и на другую сторону. Обвязываем до конца ряда. Самостоятельно покажу, как перейти дальше, закончить вот эту обвязку сумочки. Так, смотрите, полностью обвязала вот этот наш клапан, можно сказать так. Дошла до основания. И далее мы же начинали вязать вот здесь вот обвязку вот этой половины сумочки, да, мы ее довяжем просто до конца. Мы ее с другой стороны обвязывать не будем. Вы смотрите сами, то есть вы можете завершить эту обвязку, пройтись еще здесь. Вот этот ряд, он делает так, что сумочка становится вот ровненькой, края, видите? Здесь будет ровно, довяжем вот это до конца. Смотрите, клапан получился двусторонним, то есть он тоже оригинальный, красивый и с другой стороны. И теперь останется еще, сейчас довяжем до конца, пришить пуговичку. Можно пришить 2 пуговички, одну здесь, другую с внутренней стороны. Я потом выверну конкретно, покажу вот эту сумку, то есть сумка действительно будет двусторонняя. И если будет пришита пуговичка там и там, то можно носить так и так. Довязываем вот сюда до краешка вот эту нашу обвязку. Так, обрезаем здесь нашу нить. Вытянули хвостик. И вот так вот одну косичку пропуская, мы как бы ее сейчас искусственно сформируем. Вот так. Здесь вытягиваем. Все, петельки делаем ровными, хвостики прячем. Так, вот, смотрите, то есть обвязка здесь получается с одной стороны 2 ряда обвязки, с этой стороны 3 ряда обвязки. Но как раз таки вот этот третий ряд он сделал ровным сумочку, так как мы, переходя ряд в ряд, мы не закрывали ряды, то есть мы просто вязали по кругу.
клапан получился тоже двусторонний. Его можно использовать и на эту сторону. Вот так вот пришьем пуговичку. Используем на эту сторону. Я еще пришью, у меня есть такая же пуговичка, я ее пришью внутри. Так, прикреплю цепочку и покажу готовый результат. Если у вас нет цепочки, у меня есть несколько мастер-классов по вязанию ручек для сумочек. Я оставлю ссылку в описании под данным видео. Пожалуйста, можете связать ремешок, ручку. И все, сумочка двусторонняя будет готова. Так, пуговички я пришила 2 пуговички снутри и снаружи. Так как сумочка, это, как я уже говорила, она двусторонняя. Сейчас я ее выверну, покажу, как она будет смотреться на изнанке. Так, здесь присоединила цепочку без колец. Если есть кольца, пожалуйста, можно с кольцами. Если нет цепочки под цвет, можно связать ремешок. У меня есть целый плейлист по вязанию различных ремешков, но мне очень понравилось именно присоединить сюда цепочку и именно такого цвета. Так, вот это лицевая сторона сумочки. Сейчас покажу изнанку. Вывернули на изнаночную сторону. Вот как выглядит изнаночная сторона сумочки. То есть узор двусторонний. Если вы, как и я, пришьете 2 пуговички, одну снаружи, вторую внутри, даже цепочку эту не надо никак переодевать. То есть просто вывернули сумочку. Вот этот клапан, как я уже говорила, он тоже пришит так, что его можно носить и на одну, и на другую сторону. Вот такая функциональная получается сумочка. Если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс по вязанию такой двусторонней сумочки, куда ушел всего лишь один моточек, даже меньше одного моточка. То есть, если бы вы вязали еще ручки, вам еще этого шнура хватило бы и на ручки. Поэтому, если вам понравилось мое видео, мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!